Всем привет, меня зовут Лекс, и вы не на канале IT-борода, вы на канале Anyway Club, и это формат IT-борода Shorts, формат, в котором мы вам рассказываем, как быстренько можно вкатиться в ту или иную профессию и специальность в айтишке. И сегодня мы будем говорить про DevOps. DevOps. Можно сказать, что DevOps — это специальность? Вот ты знаешь, здесь как бы очень такой, скажем так, некорректно говорить, что DevOps — это специальность. Да? Ну ладно, мы это хорошо, это я тебя забайтить решил, об этом мы поговорим еще дальше. Виктор Ведмич. Да. DevOps со стажем, в каком ты сейчас тайтле, скажи? На текущий момент у меня Team Lead в компании EPAM. Это мы записываемся, сегодня у нас сентябрь, начало сентября. Сентябрь, да. Но ты еще расскажешь, что это будет не только Да. EPAM, а Да. то нас там уже хейтят за то, что у нас одни EPAM-овцы, хотя Anyway Club — это не только про EPAM. В самом начале расскажи, где родился, совсем чуть-чуть, где поработать успел, в каких должностях, и, собственно, как в Amazon, может, даже немножко попал. Окей. Ну, сам я из Беларуси, из города Слоним, поступил в БНТУ. Немножко не такой, как бы, знаешь, все программисты в Беларуси обычно выходят из РТИ. Угу. Я поступил в БНТУ на машиностроительный факультет интеллектуальной системы. Я в то время, в 2000-х годах, 2004-2009, учил то, что сейчас очень популярно, IoT, сенсоры, вот это все. Уже мы тогда, это нейронные сети, уже тогда мы это все учили. Я ни черта не понимал, и только сейчас я понимаю, что тогда чему меня только учили. Закончил, пошел работать программистом. Не очень долго поработал программистом, потому что пришел 2009 год. Это был такой достаточно серьезный даун. В айтишке в том числе меня уволили, как ни странно. Из IT тоже увольняют, кстати. Братюня, меня тоже уволили с первой компании. Да, потому что пришел кризис, и всех, кто отработал там чуть больше полугода, всех на корню убрали. И, ну, как бы, что делать? Кушать-то хочется. Я пошел, попробовал себя админом. Понравилось, как-то пошло, устроился в Белгострах, администрировал область белорусскую, у нас было 500 компов, серверная, все как по классике, свитер, в серверное закидываем сервера, все вот это по красоте. А потом как-то решил, что ну, мне там тесно, хочется больше, и попробовался в EPAM. Изначально хотел идти в Java программист, но тогда запустилась лаба, первая лаба, maintenance инженеров. Мы тогда еще назывались maintenance инженеры. Мне позвонили, говорят, тут максимально близко то, что вы делаете. Может, вы хотите? Я такой, ну, почему нет? Ну, меньше учить придется, давайте попробуем. Пошел в эту лабу. Получается, что я закончил первую вот эту девопсовскую лабу, которая сейчас называется DevOps. Я был первый выпускник и первый чувак, которого забрали на продакшн из этой лабы. Ну все, дальше как-то завертелось, понеслось. Я устроился сразу мидлом, даже не джуном, сразу мидлом. После лабы? После лабы, да. Нормально. Да, ну потому что у меня уже был опыт достаточно такой, ну нормально, я полгода поработал программистом, потом админом в одной конторе, потом еще вот в это. Мидлом взяли, и где-то через полтора года стал сеньором. Ну, дальше там потихонечку. Вот сейчас типа Team Lead. Но на самом деле, ты знаешь, у меня роль, я там отчасти, наверное, 20-30 менеджер, у меня есть там небольшая группа, я помогаю расти, развиваться. На проекте я инженер/архитектор, то есть я делаю какую-то систему, и помогаю в том числе ее реализовывать. Вот. Архитектор размера девопсов. Да, системный архитектор. Это вот смотри, как бы и в архитектуре есть много разных направлений, да, есть основное там как бы IT-архитектура в целом. Есть представители solution архитектора, и вот, например, ну, сейчас мы перейдем к Amazon, вот у Amazon все solution архитекторы. Как бы они делают именно какой-то solution, готовую систему как бы в целом. А есть системный архитектор, который больше сфокусирован как раз-таки на построении облака, самой инфраструктуры, связей, взаимодействия и так далее. То есть не так глубоко в бизнес-логику и то, что делает само бизнес-приложение, как больше то, что как все остальное вокруг. С программным кодом ты коммуницируешь как-то? Я больше YAML-программист, если можно так назвать. Понятно. То есть Terraform, YAML, то есть сам бизнес-логику я не трогаю там, в большинстве случаев. Крайне-крайне редко. Вот. Я понял, что в EPAM мне тоже становится немножко тесно, ну, относительно тесно, да, и мне захотелось попробовать в какую-то большую компанию. Да, и вот где-то в начале этого года я такой подумал, а почему бы не попробоваться вот большие конторы, фанк. И, ну, так сложилось обстоятельство, что я пересекся с Кареном. Карен написал книгу по Амазону, и он тоже там рассказывал, как он хотел бы тоже в Амазон уйти, и он устроился в Uber.
Я посмотрел на это все, плюс у меня еще один парень из Минска устроился на Solution архитектора и поехал в Amazon работать. Я решил, ну почему, типа, чем я хуже? Как бы, просто знаешь, на самом деле, мне кажется, у наших ребят, у многих есть какое-то вот это вот осознание о том, что мы здесь работаем, мы здесь как бы, возможно, какой-то синдром самозванца, как-то сейчас популярно, что мы недостойны, еще что-то. Могу честно сказать, у меня такая же херня на самом деле. Ну, я решил, типа, попробовать, почему нет. И под постом в LinkedIn будущий мой менеджер, это Крис, она написала, вот мы ищем такого-то человека, у меня интересный тайтл, сейчас расскажу чуть-чуть. Я написал просто под постом, что это dream job, ну, типа, работа мечты. Ну, дальше мне позвонил Talent Acquisition, TA, HR, ну, мы с ней пообщались. И, ну, дальше все завертелось, закрутилось, 5 интервью. Все удаленно проходили? Все удаленно проходили. Из интересного, наверное, то, что раньше, например, очень много было, знаешь, статей о том, как проходит последнее он-сайт интервью, когда тебе там платят денежку за перелет, тебя привозят в офис, ты целый день. Все осталось то же самое, только ты теперь никуда не едешь. У меня было последнее интервью, этап это с 10 утра и до 6 вечера. Просто на звонках все это время? Да. Офигеть. Нон-стопом просто, ну как нон-стопом, перерывы были, там типа получасовые, был часовой перерыв, ну, типа на обед, ну, и так, типа, голову немножко проветрить. Но ощущение, вот знаешь, в конце, когда ты разговариваешь вот постоянно, да, вот к концу последнего интервью, это было у меня 6-е интервью, меня собеседовал менеджер архитекторов Михаил, он русский, да. На русском говорили? Нет. Что прикольно было, да, тоже вот первое интервью, я захожу, и мне чувак говорит «Привет». Так. А имя, ну, Надир, такое немножко не русское, я, если честно, ожидал, что будет все на английском. Он такой, ну, типа, привет. Ну, он говорит, наверное, не очень красиво, если бы мы с тобой поздоровались по-английски сразу, вообще бы не поговорили. Если я говорю на русском, ты говоришь на русском, ну, как бы, наверное, это не очень правильно. Ну, как бы, если честно, я поддерживаю. Но потом, как формальная часть, мы свичнулись на английский, то есть вот 6 часов вот этих вот, считай, это все было на английском. Ну, вот с Мишей то же самое. И уже так горло пересохло в конце. Он меня там челленджил, ну там все такие вопросы, они такие челленджовые, да, тебя, чтобы так, типа, а вот так, а что будет вот так, ну там такие архитекторские инженерные и на их лидершип принципы, которые у Амазона есть. Я уже в конце просто все сдался, вот честно, где-то было без 15,6, и я ему говорю, будем делать вот так, он мне говорит, смотри, здесь будут такие-то проблемы, я говорю, хорошо, будем делать вот так-то, так-то и так-то, и такой говорю, все. Делаем вот так-то, 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 я по-другому не знаю. Все, потому что уже горло пересохло, я уже никакой. Ну, как бы 6 часов говорить, это прям серьезный челлендж. Что за позиция? Ты так и не назвал. Да, я еду на позицию senior developer-адвокат. Воу. Да, это наверное, ну, как бы, если это перевести, раньше назывались евангелисты, кто-то называет амбассадоры. Просто здесь в компании EPAM я еще очень много занимался тем, что продвигал в целом DevOps направление. Можно там посчитать статьи, я там писал на DevBuy и на TP Proger, по-моему, еще куда-то. Ссылок накидаем в описании. Да. О том, кто такой DevOps, как им стать, чем занимаются. Я ездил на конференции, есть комьюнити, который я сделал. Ну, не я конкретно, да, там я сорганизовал, помог людям. Это мы как бы группой компаний организовались, называется DevOps Минск. То есть я как бы немножко публичная личность, которая выступает. Плюс мы с Максимом сделали свой подкаст DevOps Kitchen Talks. Подписывайтесь, ставьте лайки. И эта позиция подразумевает о том, что компания АВС, то есть я еду в Amazon конкретно в АВС, компания большая, и чтобы не то чтобы продавать, но помогать комьюнити, помогать людям разбираться в технологиях, есть прям отдельные люди, амбассадоры, вот эти вот адвокаты, девелоперы, которые помогают другим разобраться в их технологиях. Потому что если на текущий момент там, мы посмотрим 170 сервисов у Амазона, и ну, как бы, как с ними работать, это прям серьезный челлендж. Но слово девелопер не означает, что ты будешь исключительно на разработчиков это делать. Ты скорее будешь на DevOps, да? На DevOps среду это делать. А вот тут смотри, сейчас ты будешь DevOps в разработчике продвигать. А вот в наше время, да, кто такой девелопер? Это девелопер инфраструктуры, девелопер бизнес-приложения. Это, и ну, то, и то разработчик, можно сказать. Это то, и то разработчик. Как бы ты оно... больше не будешь пайплайны писать?
Я буду рассказывать, как их писать, наверное. Хорошо. Ну, тем лучше, что я тебя вытащил как раз в тот момент, когда ты уезжаешь. Технический скилл еще остался на кончиках пальцев. Нет, я на самом деле очень, ну, как бы моя цель я не знаю, как там все получится, да, но я у кого не спрашивал, все говорят о том, что вот эти ребята, они максимально технические, да, и они остаются максимально в технологиях. Да, возможно, у меня не будет продакшена такого прям живого продакшена, как есть сейчас, но они все максимально технические чуваки. А чем ты заниматься вообще там будешь? А вот давай мы про это поговорим, когда я туда приеду и сам пойму до конца. Хорошо. У меня появляется плюс один гость на основной канал, короче. Через годик можно будет собраться и поговорить, если Amazon тебя не выгонит за это интервью. Я надеюсь. Хорошо, давай тогда переходить к DevOps. В принципе, бэкграунд понятен. Самый простой вопрос, что такое DevOps? И сейчас хочу сразу отправить, есть там у меня кучу роликов, есть кучу статей. Если очень коротко, да, на самом деле DevOps — это методология, подход к разработке ПО. Так. Но, к сожалению, маркетинг и в целом весь IT-бизнес формировался таким образом, что под DevOps сейчас подразумевают системных инженеров. Угу. Это те ребята, которые не занимаются бизнес-логикой, бизнес-приложением непосредственно, но занимаются все, что связано вокруг этого. То есть не пишут продуктовый код? Да. Тут ремарочка, у нас аудитория тех, кто хотят зайти. У нас еще не айтишники. Без проблем. И если вот подумать, что такое продукт, да, который вот там ребята, айтишники пишут, это как бы вот бизнес-логика, да, там мы ставим лайк, мы там хотим пошарить там или еще что-то, мы смотрим. Это то, как работает наше приложение. Можем ли мы ставить лайки или дизлайки? Это вот все. Но вокруг него, всего этого, есть еще очень много других компонентов. Нужно, чтобы это работало на какой-то инфраструктуре, на каких-то серверах, да, потому что мы всегда подключаемся, оно должно быть доступно нам, то есть это какая-то инфраструктура. Здесь включается SRE, Site Reliability Engineering немножко. Обязательно нужно понимать, как это работает, все. Нужно выкатывать новые версии, потому что есть товарищи-разработчики, которые, не знаю, там, выкатили новую фичу, не знаю, дизлайки в Инстаграме, да, и мы хотим выкатить это. Каким образом это происходит? И вот системные инженеры, или как сейчас весь мир называет DevOps-инженеры, это делают. Так, а DevOps в целом это методология, как ты говоришь? Методология разработки ПО, когда рушится, нету барьеров между разработчиками и оперейшнсами. Operations — это в нашем русском мире скорее такие классические админы, которые отвечают за стабильность работы инфраструктуры. Вот казалось бы, вот там вот сидит какой-нибудь Вася у нас за камерой и такой, ну есть программисты, они пишут код. Хорошо, нужно новое приложение, выкатить версию приложения. Ну, Вася, если немножко почитал, он знает, что можно там свой код отправить куда-нибудь в GitHub там как-то его соберет, и все. И вот новая версия приложения. Зачем тут еще нужна целая методология, целое количество какой-то инженеров каких-то, которые там не программируют конкретный код приложения, а еще что-то там делают. Вот, ты можешь писать понятным человеческим языком, не для разработчиков, какие обязанности у DevOps-инженера? Ну, смотри, когда мы пишем приложение максимально простое, где, не знаю, там, WordPress, у которого будет 2 пользователя в месяц, то, наверное, DevOps или там системный инженер, ну, как ты говоришь, там, GitHub выложил, все собралось, все классно, оно все будет работать. Да, действительно не надо. Но когда мы начинаем выходить на приложение, где нужен масштабирование, где нужна хорошая доступность, где у нас количество пользователей там не 2 человека, а тысячи, миллионы и так далее, то здесь возникают совсем другие вопросы. Про то, где это будет располагаться, на каких сервисах, на какой инфраструктуре и так далее. Если совсем простым языком, чем занимается системный инженер или там DevOps-инженер, то первое и, наверное, самое вот базовое — это вот написание, то, как ты говоришь, в GitHub закинул все, и там произошла магия. Но у GitHub есть GitHub Actions. Это тоже как бы небольшой кусочек кода, но тем не менее его нужно написать. У тебя появляется некий артефакт. Артефакт, ну давай предположим, что это в нашем мире в основном это контейнеры, докер-контейнеры. Вот появляется этот артефакт. Теперь его нужно где-то запустить. Вот на наших компьютерах, там, не знаю, экзешник, да, или там на маке там app какие-то, то есть какой-то исполняемый файл есть. Теперь мне нужно его запустить так, чтобы к этому приложению достучались тысячи пользователей одновременно с разных уголков мира, и для всех них это приложение открылось максимально быстро, скажем так, 200 миллисекунд максимально, да, то есть, чтобы пока ты открывал, там тебе не крутилось вот это вот, да, быстренько все открылось.
Первое — это вот написать GitHub пайплайны, GitHub Actions, то есть чтобы собрать этот контейнер, а дальше куда-то его доставить. Где она будет работать? В большинстве случаев, наверное, 80% сейчас это в облака. AWS, Google, Azure, не знаю, Alibaba, Яндекс и так далее, там и все остальные игроки. Либо на свои какие-то свои сервера. Эту инфраструктуру тоже нужно подготовить. Мое мнение о том, что появление DevOps, оно очень сильно совпало с клаудами. Потому что если раньше мы готовили инфраструктуру вот такой вот, знаешь, типа чек-лист, что нужно сделать, там, поднять сервер, сделать такую-то настройку, вот это вот настроить, потом вот это сделать, потом вот это сделать, туда-то пойти, там, открыть порт, потом пойти туда, там, еще что-то сделать, потом еще что-то. Сейчас с облаками появилась возможность вот это все описывать кодом. Появились configuration management системы, это вот то, что я сейчас описывал, да, что нужно сделать. Infrastructure as a code сервисы типа Terraform, которые позволяют подготовить ресурсы в облаке, тоже используя код. И это все приводит к тому, что DevOps, по сути, тоже очень много пишут кода. Он немножко специфический, он там не C-Sharp, не Java. Чаще всего это YAML или какие-то свои DSL, так называемые. Такой абстрактный язык, у которого прям нет там четких, например, циклов или там if-else, то есть таких стандартных конструкций, которые есть в той же Java или в других языках программирования. Но они позволяют быстрее, проще достигнуть результата. У них у всех основная задача — это сказать: я хочу пиццу, и вот я так и пишу: хочу пиццу, там, не знаю, на Купревича 3В, да? Это в DSL, как я написал бы. А в Java я бы написал бы так: открыть сайт, там, Папа Джонс или какую-нибудь пиццерию, сделать заказ, оформить, поставить доставку туда-то, оплатить. Вот это все действия. Это то, как пишут в основном бизнес-приложения, а вот это то, как мы пишем в DevOps. После того, как приложение запустилось на каких-то сервисах, какой-то инфраструктуре, нужно понимать, как оно работает. Мониторинг и поддерживать его стабильность. Потому что если ты открываешь какой-то сервис, и он лежит, ну, ты зайдешь раз, зайдешь два, потом ты заходить не будешь, потому что подумаешь, что ребята уже не работают. Вот. Ну, я думаю, что многие слышали про всякие такие там упали от нагрузки и прочее. Это вот то, чем мы в том числе занимаемся, помогаем экономить деньги и соответствовать, как я это называю, не знаю, как по-русски, cost-effective per request. То есть вот у меня приходит человек, да, и за его приход моя инфраструктура что-то стоит. Тратить какие-то ресурсы, да, которые стоят бабок. Да. И DevOps делают то, чтобы вот этот вот request, вот мой доступ к приложению, он должен быть максимально эффективным. Так, хорошо. Со стороны может показаться, что всем этим может заниматься обычный разработчик. Может. И, скорее всего, когда-то давно оно так и было. Когда были приложения как маленькие, не нагруженные, и там было 5 пользователей. А это вот, ты знаешь, наверное, появление там, например, full stack. Ты можешь быть full stack разработчиком, который пишет и фронтенд, и бэкенд, и базу нормализирует, и инфраструктуру поднимает. Ну да, можно, я не спорю. Но тут вопрос, насколько ты будешь это делать эффективно, и насколько твоя голова позволит это все в себя соединить. Потому что, например, самый простой пример — это облака, у которых ну, просто сотни сервисов, и нужно знать, как они работают. А второе — это то, что сейчас очень популярно, это Kubernetes. Просто один Kubernetes — это одна махина, в которой ты смотришь, и можно просто дубу даться. Окей. Давай еще вот по программистам и девопсам, по их совокупности пройдемся, потому что, опять-таки, программисты уже всем понятны. Это у нас 8-й или 7-й выпуск по счету будет. Там про программирование мы много поговорили. Насколько системному инженеру, DevOps-инженеру нужно быть программистом? Вот ты говоришь YAML, не всегда полные языки программирования. YAML. Насколько тебе нужно уметь программировать? Условно, вот в твоей истории ты вроде вышел как больше из администраторов. Скорее, я пошел в программисты, а поскольку пришел кризис, я переключился на админы, по сути. Давай так, что из программирования тебе, как DevOps-инженеру, нужно знать? И что сверх того, что знают разработчики приложений, обычно знает DevOps из knowledge base? Смотри, как бы все равно какие-то вот фундаментальные знания написания какой-то программы, скриптов, циклы, работа с данными, там, чем отличается, не знаю, массив от мапы, да, или там от словаря и прочее. Это все нужно знать, потому что с этим так или иначе приходится работать.
Но девопсы точно не лезут в фреймворки, не знаю, там Java, в Spring я в глаза ни разу не видел, да, или там в JavaScript я вообще молчу, там Vue.js, React.js и прочее. То есть вот этого точно мы не делаем. Но, тем не менее, могу в качестве примера привести даже JavaScript. DevOps будет максимально полезен. Для чего? У меня работает некий сайт, и я хочу его тестировать в том числе. Насколько он доступен, насколько он быстро отвечает. Это задача на границе между тестировщиком, разработчиком и DevOps. Ну, если у меня есть время, я могу. Вот у меня была такая конкретная задача, я писал автоматизацию, чтобы просто там раз в 5 минут в систему мониторинга я открывал страницу, логинился и снимал те метрики в Prometei, как быстро я логинюсь в систему. Опять же, это задача на границе. Насколько мне нужно знать то, что знают программисты, я бы сказал, вот уровень junior-девелопера минус там пару шагов, вот это то, что нужно знать. Подожди, тебе же для этой задачи нужно пойти прям в бизнесовый код, расставить какие-то свои... Нет, почему? У меня есть готовое приложение. Так. Как вот ты открываешь, не знаю, там Google, не знаю, Gmail, да? Открываешь Gmail, вводишь свой ящик и свой пароль. Все, ты залогинился, у тебя открылось там, не знаю, количество входящих там 5, да? Нужно ли знать на бизнес-логику? Наверное, нет. Я должен знать, как она работает, что да, я залогинился, вот у меня такой-то токен там пришел, например, или там вот таким-то способом я То могу... есть, условно, залезть и написать в продакшн-коде какие-то свои вещи для логирования, это не к девопсам. Девопсам это не нужно, чтобы в тот же там, не знаю... Если ты говоришь про встроить библиотеки логирования, скорее нет. Чаще всего такие задачи ко мне приходили, но они как раз-таки вот это то, что делает DevOps. Рушит барьеры между разработчиками и поддержкой. Я приходил к разработчикам и говорил, ребят, вот у нас были такие-то инциденты на продакшене, и нам очень сильно не хватало логов с такой-то системы. Давайте мы, пожалуйста, вот сюда, сюда и сюда вставим логи. Там Log4j, по-моему, мы подключали, это еще на .NET было. И вот, ну, как бы я пришел к разработчикам, мы с ним поговорили, они такие, да, окей, и вот ребята реализовывали. Но я был тем инициатором, то есть мне болело, скажем так, потому что что-то упало, и в первую очередь приходит ко мне. Ну, условно, я был ответственен за, скажем так, ответственность стабильности. Приходит ко мне, я, скажем, не то что первая линия, но после первой линии поддержки, это 24/7 ребята, приходят ко мне, вторая линия поддержки. Я смотрю, что происходит, я понимаю, что мне здесь не хватает данных, и 7 бет 1 ресет только помогает. Я ресетнул, все стало хорошо, но что сломалось, я не могу сказать. Собрав какие-то данные, я пришел к разработчикам, и мы договорились, они уже себе забрали в их бэклог, там, в будущую разработку, вот, имплементацию. Хорошо. Да. Такой вопрос, который часто задают мне, а кто должен тогда писать докер-файл, разработчик или DevOps? Потому что, ну, с одной стороны, вроде как разработчик пишет приложение, именно он знает, кого запускать, и он должен писать все инструкции по развертыванию. С другой стороны, вроде как запускаться-то это будет не им, и, пожалуйста, вот ты как DevOps иди, разбирайся и запускай. Нет? Вот Нет, самое главное, чтобы не возникало вот этих вот вопросов. Вот в этом и заключается философия DevOps. То, что не было фингерпоинтства, кто что должен делать. Мое, здесь вот как бы опять же, я считаю, что это должно быть где-то посередине. Ну, что значит посередине? То есть есть задачи, и два человека садятся и делают? Нет. А почему бы нет? Парное программирование. Так, окей. Я знаю, как работает инфраструктура, я знаю какие-то, например, ограничения, что там мы не можем запускать наш контейнер от рута, что у нас должно быть минимальное использование ресурсов, еще что-то. Ты как разработчик, мы с тобой садимся, не знаю, там за один монитор или шарим скрин, ты знаешь, что тебе нужно, какие библиотеки, какие зависимости, и мы совместно его пишем. Парное же программирование очень популярно. И блин, почему это так мало где работает? Обычно ты DevOps, иди делай, ты разработчик, сам делай. Ну, вот поэтому на самом деле не во всех проектах настоящий DevOps внедрен. И тут, опять же, я там 100 раз буду повторяться, главное этот баланс, да, то есть не фингерпоинтить, что типа ты должен сделать или еще что-то. Можно здесь по итерации сделать. Например, первую версию делает разработчик. То есть накидывает все то, что нужно для запуска. Потом приходит, например, DevOps и делает, условно, код-ревью. Там докидывают какие-то, не знаю, там, мультистейдж, например, когда мы все в одном файле, типа в одном контейнере, там, и те пакеты, которые нужны для сборки, мы фигачим, и у нас там контейнер на 800 мегабайт. Потом приходит DevOps, такой говорит, так делать нельзя, ну, точнее, так можно сделать, но не очень хорошо, давайте сделаем по лучшим практикам. Чик-чик-чик, и вот у нас уже, там, не знаю, 100 мегабайт контейнер.
Ну, вот это чаще всего работает именно так. Хорошо, вроде как с большего понятно. Давай еще чуть-чуть поговорим про место DevOps в команде и в цикле разработки от начала до конца. То есть берем там самое начало проекта, вот мы собрали требования, там с бизнес-аналитиком, там, продукт-оунер поработали, у нас появился бэклог приходит к кому? К разработчику. Разработчики что-то начинают фигачить, в это время DevOps уже как-то включают, DevOps-инженеры как-то включаются? Да, должны именно сейчас включаться, вот как ты говоришь. Или еще раньше, может быть? В зависимости от приложения, Так. в зависимости от того, что мы хотим. Если есть бизнес, логика какое-то, взаимодействие, где мы будем запускать. Давай социальную сеть делаем, конкурента ВКонтакте. Тогда, скорее всего, нужно еще до того. То есть, Тут на грани, да, тут же опять, понимаешь, до того, скорее всего, нужно подключать архитекторов разных видов, solution архитекторов и системных архитекторов. Solution архитекторы больше будут думать про как бы общую бизнес-логику, систем архитекторы будут больше думать про инфраструктуру и где, как мы будем распределяться там вот ВКонтакте, типа географически, так, чтобы у всех было максимально быстро, удобно и комфортно. И там, если разработчики растут в архитекторы, это понятно, то DevOps растут как раз-таки в системные архитекторы тоже. А дальше реализация, вот на формирование бэклога здесь тот человек должен сразу включаться. Почему? Потому что, чтобы не возникало такого, вот мы тут нафигачили, а как оно уже будет работать, черт его знает. И когда как раз-таки на ранней стадии происходит это подключение, меньше возникает проблем потом, когда мы выходим в продакшн. Ну, собственно, из-за этого на самом деле появился Agile. Кто-то говорит о том, что DevOps — это последствия Agile, быстро фигак-фигак и в продакшн, да, там мы уже типа фиксим. Вот, поэтому я работал в командах, где DevOps подключались там на стадии релиза, и это было очень больно, потому что вообще было непонятно, как это запустить. И мы работали, когда мы подключались, вот прям приходят задачи, и даже в эстимациях сразу заходит там один DevOps, например, на команду из 5 разработчиков, он такой смотрит, ага, вот здесь и здесь, и здесь, ну, ребята сразу формируют требования, какие будут нужны, там, не знаю, нам нужна база NoSQL, доступная в 3 регионах. Задача. Окей, все, я понял, что мне нужно сделать. Так, мне нужно, не знаю, там какой-то сервис, который будет в какой-то момент потреблять 0, а в какой-то момент может потреблять там много-много-много. Окей, скорее всего, на виртуалках такого не сделаешь, давайте посмотрим какие-нибудь менедж-сервисы, там пасы какие-то. Ну и вот DevOps может подкидывать такие вот моменты в процессе эстимации и в целом планирования разработки в целом. И так на протяжении всего пайплайна разработки DevOps работает. Есть ли какие-то вот в этой всей тайм-шкале, временной шкале, моменты, когда DevOps работает интенсивнее всего? Либо нагрузка на этого человека, системного инженера, DevOps-инженера, она плюс-минус одинаковая при хорошо выстроенных процессах? Я бы сказал, в самом начале очень большая нагрузка, потому что нужно построить CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, чтобы хотя бы на какой-то dev environment, ну то есть на какой-то общий environment, где все могут зайти, в том числе тестировщики, посмотреть, поиграться, там работает, не работает. Вот прям очень сильная нагрузка, и прям вот чаще всего очень много. Потом немножко типа затишье, и когда выходим в продакшн. Вот тут, кстати, многие думают, что а что DevOps инженеру дальше делать, если вот он CI/CD настроил, все же работает, нафиг он дальше нам нужен? Ну, подожди, как бы, если CI/CD — это только вот процесс выпуска, да, так. А саму инфраструктуру написать, кучу всяких автоматизаций возникает, много, на самом деле, вопросов, которые мониторинг тот же настроить, не просто мониторинг, что мы собираем миллиард метрик, и никто не понимает, зачем эти метрики нужны, или мы сделали, как у меня было на проекте, у нас было где-то, по-моему, 400 алертов, в день прилетало там по 100 писем, и через 2 недели уже все просто настроили рулы, и это все в папочку в отдельную там складывалось, и как бы, а когда произошла беда, реальная беда, тогда уже поднялась эскалация. То есть тут важно понимать, что с ростом кодовой базы растет и нагрузка на инфраструктуру, она тоже развивается, да? Да. И тут DevOps как бы тоже инженер. Ну и в целом, как бы смотри, как бы мы начали процесс разработки, как мы будем знать, что приложение работает корректно? То есть надо настроить тоже хороший мониторинг, это прям big deal, я бы так сказал бы. Как адаптировать, например, мы хотим максимально экономить, не знаю, там у каждого девелопера должна быть своя инфраструктура, потому что вот фичу свою он разрабатывает, и он хочет иметь свою инфраструктуру, готовую, со всеми интеграционными поинтами. DevOps тоже может этим помочь, описать эту инфраструктуру, например, кодом, и когда человек начинает новый фичи-бранч, бабах, все поднялось, все классно,
Вот он поработал, там, например, день-два, тых, мы все это, ну, как бы убили, уничтожили, чтобы денежки не платить за это все. Так, хорошо. Есть ли какие-то градации среди DevOps-инженеров, среди вообще вот всех вот этих ребят, которые инфраструктурой занимаются? Или это вот DevOps-инженер, это из Швеции, жнец, вот он все умеет, там и с терраформами, и с кубернетисами, и со всем. Специализации есть, я бы так сказал. Специализации есть, но чаще всего, когда мы говорим про DevOps-инженеров, их, скорее всего, разделяют на две составляющие. Либо это DevSec, ну типа security инженер, /DevOps, который больше с фокусом именно на безопасность, либо в целом DevOps. Но дальше внутри, на самом деле, есть много подразделений. Кто-то пишет инфраструктуру, то есть фокусируется на Terraform, CloudFormation, ARM-темплейтах, это из Ажура и прочее, то есть на самой инфраструктуре. Это прям отдельная вот фокусировка. Кто-то больше как билд-инженер, вот то, что ты говоришь, CI/CD написал и типа ты свободен. Это тоже отдельное прям направление есть, и вот прям им можно заниматься. А дальше я делал бы разделение по облакам, потому что в наше время, вот ты откроешь любое облако, там реально 100 плюс сервисов. Я за свое время уже успел поработать с несколькими из них, и я прекрасно понимаю о том, что вот я не работал там, например, с ажуром, да, какое-то время. Я открываю даже банально там интерфейс, API, я смотрю, ну, реально чуваки уже нафигачили столько, что нужно идти и обновлять свои знания. То есть сложно быть хорошим у всех облачных провайдеров и шарить за все. Да. То есть я бы сказал, вот выделение это инфраструктура, описывание инфраструктуры, но она связана, очень сильно связана с облаком, билд-инженерия. И еще, наверное, я бы выделил бы сейчас очень популярное направление, это Kubernetes. Можно на сегодняшний день можно быть просто крутым чуваком в Kubernetes, и все. Удобно. Но это еще тоже прям не так просто. Ты про DevSecOps сказал, штука, про которую в последнее время очень много откуда говорят. Можешь кратенько объяснить, что это такое? Опять же, это на стыке, да, и вот ты говоришь, многие кто говорят, буквально новость там позавчера или вчера, большие компании в Америке собирались и сказали, что там Microsoft, Google, по-моему, еще кто-то, Facebook с Байденом, и сказали, что там сотни миллионов долларов будут инвестировать в security, безопасность. Так вот, собственно, непосредственно DevSecOps — это ребята, которые больше сфокусированы на безопасности. То есть смотри, есть множество институтов, есть рекомендаций, когда вот ты, например, готовишь инфраструктуру или поднимаешь какие-то сервера на Linux или тот же Kubernetes, и у тебя есть, во-первых, есть комплайенсы, то есть требования. Условно, если ты проводишь операции через визу, да, к тебе виза предъявляет требования, как твоя инфраструктура должна быть настроена. Или же ты, например, работаешь, вот как у меня на текущем проекте, мы работаем с данными, которые связаны с историей болезней, да, то это HIPAA compliance, и это прям очень там все жестко и прочее. Ну и просто есть требования, когда мы настраиваем тот же Kubernetes или облако, есть так называемые best practices, какие-то гайдлайны, которые мы проходим, и там прям прописано, что нужно и как сконфигурировать. Это прям открытые ресурсы, и ребята просто изучают требования, понимают, что можно сделать здесь у текущего заказчика, и это реализовывать. Но это тоже прям большая такая вот штука в плане того, что это не то, что ты знаешь, вот так вот ты не станешь security инженером. Ты на это все смотришь как DevOps, но немножко с другой стороны. С точки зрения, а кто может получить доступ, защита данных. Да. Да. Хорошо, круто. Теперь у нас блок про практические знания. Давай так, среднестатистический срез инструментария, которым должен обладать среднестатистический DevOps-инженер. Ну, прям инструменты. И давай начнем, наверное, с прикладных знаний. Условно, вот YAML, ты уже говорил, там, разбираться в YAML. Ну, наверное, для каждой там платформы, может, какие-то свои реализации YAML идут. Я слышал, что у вас там, допустим, Python и Гошечка используются. Нужно ли вообще какой-то язык программирования знать нормально? Да. Давай, наверное, все-таки чуть шаг назад. Я бы сказал бы, если мы говорим про DevOps, наверное, первое — это операционная система. Операционки, так. Да. Это на сегодняшний день, наверное, все-таки это Linux, и потом через много точек Windows. Второе — это сети, потому что так или иначе ты, когда идешь в инфраструктуру, в те же облака, ты поднимаешь какую-то сетевую инфраструктуру, нужно понимать хотя бы на базовом уровне, что такое сеть, как она работает. Тенбаума хватит? Выше крыш. Я могу порекомендовать, есть очень классный YouTube-блогер Сазыкин, и у него, вот, я считаю, просто потрясающий курс есть по сетям.
Вот его посмотреть, и вот так вот выше крыши достаточно. Дальше это основа программирования. Но я бы здесь не говорил там про какие-то фреймворки и такие языки. Я бы сказал бы вот Python, например. И много разных курсов есть на том же степике или просто в YouTube вбить. Ну, как бы базовое. Хотя бы научиться понимать, что такое циклы, типы данных. Синтаксис. Да, синтаксис и простые базовые вещи написать. А дальше как бы специфическое то, что уходит конкретно к DevOps, это работа с докером, это облака, хотя бы на базовом уровне, и хотя бы самые там топ-3 базовых сервиса разобраться, как развернуть виртуалочку, как там к ней подключаться, как запустить там какой-то код. На каком облаке лучше учиться? Я бы рекомендовал бы, наверное, все-таки AWS, потому что AWS это 60 практически процентов рынка, и на самом деле дальше перейти в другое, это не составит большого труда, потому что, если честно, они максимально все одинаковые. У них все сервисы, которые они предлагают, они, ну вот, не то, что они там копируют друг у друга, да, но они максимально друг друга похожи. Есть свои особенности, но тем не менее. Учиться на Terraform — это просто must-have на сегодняшний день. Что такое Terraform, 2 слова? Terraform — это инструмент, который позволяет описывать инфраструктуру как код. Вот начинаем работать с AWS. У нас есть интерфейс веб, да, мы можем зайти и сказать: подними мне EC2 инстанс. Вот все то же самое, только через код. И мы потом пишем Terraform apply, какой-то там кусочек кода, бах, и оно все поднялось, у нас все настроено, все готово. И Kubernetes. Ну, это уже так, типа, уже если выходишь там, ну, чуть-чуть там подаешь, что вот, ну, на самом деле просто сейчас очень много на проектах, где используется Kubernetes. Это очень большой такой тренд, кто-то его любит, кто-то его не любит, кто-то говорит, что это плохо, что это хорошо, но тем не менее факт остается фактом. Количество позиций с требованием Kubernetes там просто десятки тысяч, а то и сотни в LinkedIn, и поэтому, если ты знаешь Kubernetes, это прям очень хорошо. Блин, ну ты назвал на самом деле немало. Да. Так, если знать все это на хорошем уровне, это надо потратить там хороших, я думаю, даже там 3-4, может, года. В этом и вся сложность нашей профессии DevOps, о том, что нужно знать очень много, но не так глубоко, как, например, знают те же разработчики. То есть, если мы говорим про Python, я не говорю там учить Python полгода. Я говорю взять Python курс базовый, его закончить, попрактиковаться, научиться писать, не знаю, там простые скрипты, не знаю, там деление, поиск простых чисел, например, да, это такая синтетическая задача, но тем не менее. Или авторизация в каком-нибудь сервисе, автоматическая отправка почты, например, тоже через Python. Классическая задача тоже для DevOps. И дальше быстро переходить, то есть не нужно прокачиваться, то есть, например, если системный администратор очень круто знает, как работает ядро Linux, то для DevOps не нужно так глубоко знать. То есть хватит, скажем так, базового уровня, там, базовый плюс уровень, и двигаться дальше. Вот я тут рассказываю про T-shape модель, да, то есть если мы говорим про разработчика, то у него, если он Java-программист, то у него вот эта вот глубина по Java должна быть вот прям очень хорошо. А сверху вот это вот там, как докер работает, у него вот эта палочка, она будет совсем маленькой. Так вот, у DevOps как раз-таки наоборот. У него верхняя палка, то есть ширина знаний, она достаточно должна быть большая, вот то, что я все перечислил, но при этом глубина их может быть не такая большая, как у, там, не знаю, у питонщика, да. Ну, там, питонщик в любом случае обставит DevOps по написанию Python кода, как ни крути. Но при этом как бы на всю ширину он так не сможет покрыть. Слушай, а можно ли DevOps стать сразу, типа войти в IT DevOps? Да, можно. Это прям реально. Сколько бы ты дал времени на становление джуном? Вот за сколько можно нормально прокачаться? Вот если совсем никогда ничего не знал и... Ну, условно, уверенный пользователь винды. Хорошо. Такой, типа, знает, где панель управления есть. И что такое CMD? Вот слышал? О, не, ну это же вообще. Наверное, от 6 до 9 месяцев. Это прям такого интенсивного обучения, да? Да. 6 месяцев, наверное, если ты совсем не работаешь, и прям вот фигачишь, может чуть быстрее, там, не знаю, максимально, наверное, минимальный срок, я бы сказал бы, 4,5-5 месяцев, а вот среднее это 6-9 месяцев, ну, год, это вот край. Какие задачи будут ожидать джуна на работе в основном? Наверное, самое первое это CI/CD, самое простое, автоматизация каких-то там скриптов, что-то где-то там, не знаю, мониторинг, например, автоматизировать какой-то процесс, еще что-то. Ну, то есть вот такие вот задачи. Прям какой-то конкретный скоп задач мне сложно сказать, потому что от проекта к проекту кардинально будет отличаться. Может быть, будет первая задача написать инфраструктуру как код на Terraform.
Может быть. Сейчас это очень популярно. А может быть, это описание манифест файлов или Helm чартов для Kubernetes. Тоже. Ну, как бы просто не очень сложно, но тем не менее. Слушай, а чего вообще зарплата зависит у DevOps инженера? Типа от количества инструментов, которыми он владеет? Количество инструментов и насколько эти инструменты востребованы на рынке. Насколько они востребованы. То есть это не так, как у разработчика, когда ты там джун пишешь говнокод, который может сломаться через 5 лет или там через 5 месяцев и неподдерживаемый, а условно сеньором ты должен писать, например, кодярник, который будет там читабелен, расширяем, с паттернами совсем. То есть Не, тут ну такого... это тоже. Тут одно как бы... Просто выглядит так, будто бы ты на уровне джуна должен уже знать здоровенный инструментарий, и там перед архитектором ты вроде как этим же инструментарием оперируешь или нет? В целом, да, паттерны, подходы с ростом твоим в сеньора должны точно, значно, скажем так, появляться. Но я бы сказал, что зарплата, ну, как бы в целом DevOps зависит... Ну, знание через зарплату. Да. Зависит от ширины и насколько вот эта палочка вниз твоя опускается. То есть ты можешь знать все супер по верхам, например, нахвататься маркетингового материала, когда там будешь просто говорить EC2, это виртуальная машина и все, да. Это как бы тоже ширина, ну, согласись. Но при этом, если ты понимаешь, как оно внутри работает, вот ты дошел до какой-то ширины, и чем ниже ты опускаешь эту палочку в глубину, тем типа круто. То есть по факту опыт. Да. Хорошо. Давай так, топ-3 книжки, чтобы понять, что такое DevOps, начать уже что-то делать. Первое — это проект Феникс. Я вот рекомендую прям вот must-have первая книга. Это новелла, роман, читается там буквально за пару вечеров на расслабончике. Вторая — это SRE. Есть прям книжка от Гугла. Это набор статей, рассказывающих о том, кто такой SRE-инженер. Мы, кстати, не поговорили, кто это такой. Ну вот давай в контексте этой книжки тоже. Да, ну если в целом, то DevOps и SRE появились примерно в одно и то же время, и Google говорит, что это относительно их изобретения. Больше фокус ребят на как раз-таки стабильность твоего приложения. То есть вот есть разработчики, они что-то там на говнокодили условно, а вот есть SRE-шники, это ребята, которые отвечают за то, чтобы вот это все работало. У них основные там параметры — это SLA, это availability, чтобы было доступно, и они где-то посередине тоже между админами и разработчиками, потому что они отвечают как за инфраструктуру, мониторинг — это их основной фокус, так и они отвечают за автоматизацию. У них есть такая штука, типа toil. Это когда ты, скажем так, делаешь какую-то рутину изо дня в день, и ты уменьшаешь вот эту рутину, автоматизируя ее. Вот. И в этой книжке SRE очень классно расписывается, кто это, что это. Ну, прям очень классная книжка, рекомендую крайне. И третья книжка от Джима Кима, того же первого же автора, «Практика DevOps», по-моему, так называется. Там уже больше уходит в процессы, да, то есть если сказал, что DevOps — это философия, методология, вот там как раз-таки это расписывается. То есть если ты будешь там становиться, ну, я сказал бы, больше в лиды, в сеньоры, да, то есть чтобы уже управлять какой-то командой, то эта книжка обязательно к прочтению. Хорошо. Какие-нибудь сообщества, каналы, веселые лампы, в том числе вот ваш, еще расскажи. Да, ну, как бы, поскольку я из Минска, то я рекомендую наш комьюнити DevOps Минск, наш подкаст, ну и мы как бы подкаст, не знаю, видеоканал DevOps Kitchen Talks. Так, ну на канал мы ссылочку оставим. Как найти сообщество? В Телеграме есть. В Телеге есть. В Телеге есть. Есть тоже YouTube-канал. Мы там где-то раз в 1,5-2 месяца собираемся. Ребята с разных компаний, с разных локаций на сегодняшний момент. Уже, к сожалению, не только Минск. Там коронавирус сделал свое дело. Вот. Например, ближайший ну, поскольку у тебя будет это выходить там попозже. В общем, в сентябре у нас будет парень из Калифорнии рассказывать про реализацию там UAM-системы. Вот. И чтобы еще порекомендовал бы, наверное, из ресурсов, я бы, наверное, рекомендовал для девопсов и в целом тех, кто хочет стать в сторону девопса, это, наверное, один ресурс. Это Cloud Guru. Это образовательная платформа. Я в свое время, когда там еще купил подписку, там давно за $200, и мне до сих пор ее оставляю за $200, хотя она уже там стоит, по-моему, 400, что-то такое.
Но там вот прям очень классный контент, и по всем сертификациям поможет подготовиться, и вот это фундаментальное знание получить, и прочее. Прям крайне рекомендую, если вы смотрите в сторону вот этого направления. Кстати, по поводу сертификации, в мире DevOps огромное они прям нужны, количество. Да? Их много, я понимаю, там ООС, Azure, они все свои там, условно, нужны ли они? Если ты хочешь, чтобы твое резюме, скажем так, немножко выиграло по сравнению с остальными, то стоит. Это причина номер раз. Причина номер два, которая, я считаю, более даже важная. Если ты хочешь систематизировать свои знания по тому или иному направлению, то сертификация — это тот способ, который тебе позволит это сделать. Или же, например, ты хочешь зайти в DevOps, и, например, у компании Linux Foundation есть первая сертификация, вот сейчас так сходу не помню, как она там называется, Foundation Administration, что-то такое. Она как раз-таки дает овервью по всему IT, в том числе и по программированию. Вот прям сертификация, просто, понимаешь, сертификация тебе дает тебе цель по смарту, да, то есть она будет достижима, то есть ты не просто будешь учить абстрактно что-то там, ты себе ставишь, я сдаю сертификацию там к 1 декабря, у тебя есть план, у тебя есть материалы, и ты учишь. Не отходишь влево-право, сейчас там Бауна почитаю, сейчас, я не знаю, там Фалдера почитаю, сейчас еще что-то. У тебя как бы есть вот четко материалы, и ты по ним учишься. Вот сертификация классно систематизирует знания, добавляет тебе ачивку, бейджик в твою CV-шку. Я считаю, что это неплохо. Конференции еще кем-нибудь выжили по DevOps? Да, московская конференция очень крутая, DevOps.conf. А дальше все специализированные конференции, например, KubeConf по Kubernetes, тоже от Linux Foundation. Они есть на европейский регион, есть на Америку. Ну и все большие конфы, типа, ну, например, у нас в Беларуси организовывалась DLX конференция, сейчас в связи с коронавирусом офлайн они немножко так ушли в паузу. Я бы еще, наверное, рекомендовал бы клаудовские конференции. Ну, от Гугла, от АВС, от Ажура. То есть, если вы интересуетесь или там работаете с тем или иным клаудом, то посматривайте их конференции. Ну и дальше другие там компании типа HashiCorp и прочее. То есть, такое вот. Слушай, но все эти конференции мы обсуждаем в том числе на нашем подкасте. Мы уже поняли, что на подкаст обязательно надо подписаться. 3 ссылки оставим в описании, что наверняка. Так как аудитория у нас в основном будет тех ребят, кто хочет ознакомиться, что это за профессия, то для них будет актуален совет от тебя по поиску работы. Может, что-нибудь можешь сказать? Вот хочу стать девопсом. Куда податься? Что учить мы уже поняли. Куда податься? Какие лайфхаки есть? Где берут, может быть, пачками? Ну, тут, к сожалению, я не смогу держаться, не сказать о том, что в EPAM есть классные курсы. И могу сказать, что есть и другие. В других компаниях тоже есть курсы. Я, наверное, рекомендовал пойти все-таки на стажировки. И вот курсы, которые предлагает EPAM, это там курсы /стажировка, после которых... Стажировка при компании? Да, при компании. То есть, когда тебе учат максимально к тому, чтобы то, что ты будешь делать на проекте, а потом берут в боевые проекты, и ты там дальше уже доучиваешься. Другие компании тоже так делают. Возможно, не такими пачками, как EPAM, но тоже делают. Чаще всего, к сожалению, или может, хотя нет, Wargaming тоже такое делал, я точно знаю. Да, у них Forge есть такая штука. Да. Ну, в общем, большие компании, смотрим на большие компании, смотрим на их курсы. А уже брать какую-то конкретную компанию, которой вы условно доверяете, или, ну, как бы на слуху, и вы знаете, что она потенциально предлагает трудоустройство. То есть у них на курсах зарабатывают либо продать чем больше просто этих курсов, либо найти себе сотрудников. Хорошо, окей, тогда зайдем еще с другой стороны. Как понять, что в компанию, в которой ты собеседуешься, нормально все с девопсом? Ну, условно, как на собесе пробить, что в компании ты будешь в хорошей практике работать, а не так, что ты придешь, тебе кофеварки нужно починить, условно. Ну, слушай, мне кажется, это Какой вопрос задать на собесе? Как вы собираете свое приложение, где вы хоститесь, какая у вас нагрузка, не знаю, как вы реагируете, когда падает ваше приложение. А ты бы на эти вопросы отвечал, как человек собеседующий? Это там не персональная информация, не sensitive информация. Ну, можно же high-level рассказать. Мы хостимся в Ажуре, мы хостимся в АВС. Не знаю, там, свою инфраструктуру мы накликиваем через портал. То есть это норма, когда человек у тебя на собесе это спрашивает, которого ты собеседуешь. Это прям хорошо, наверное, даже. Это хорошо, это точно так же, как у разработчики спрашивают, а как процесс разработки у вас построен? Я вообще код обычно говорю, покажите мне. Если не показывают, пошли.
Тут то же самое, можно попросить и код, ну, как бы тебе инфраструктуру точно не понятно, покажет, понятно. это как бы 100%. Но вот такие детали небольшие, как бы ты можешь четко понять, а что вы думаете про безопасность, есть ли у вас там по безопасности что-нибудь. Ну, вот эти вот моменты, они помогают. Хорошо. понять. И последнее на сегодня. За что ты любишь свою работу? За разнообразие. Потому что количество задач, которые приходится решать, их огромное количество, и что мне очень нравится, то, что они чаще всего не похожи друг на друга. Мгм. То есть сейчас ты делаешь там билды, завтра ты отвечаешь за мониторинг, послезавтра ты думаешь, как замасштабировать это все приложение, а послезавтра ты думаешь, а как бы, чтобы оно еще все стабильно, хорошо работало, а там еще какие-то задачи прилетают. И вот это вот разнообразие. И знаешь, что самое важное? Это то, что у девопсов, ну, мое мнение, все-таки чуть больше возможностей повлиять на конечный продукт с точки зрения инфраструктуры. Мгм. То есть, если обычному разработчику достучаться до там продукт-оунера и сказать о том, что вот так делать, наверное, не очень хорошо, скорее меньше шансов. Или там повлиять на инфраструктуру в целом. Вот у DevOps как раз-таки такая возможность есть, потому что он является вот тем, скажем так, щитом, когда что-то ломается, или там мы разваливаемся, или мы неправильно замасштабировались, или мы кучу денег платим, приходит DevOps за советом, что мы можем сделать. И вот из-за разнообразия и интересности этих вот задач я очень люблю свою профессию. Огонь. Спасибо большое. У нас в гостях был Виктор Ведмич, и я надеюсь, вы разобрались в том, как вам вкатиться в DevOps. Если не разобрались, то обязательно заходите к нам на Discord, ссылочка будет в описании, и мы там с Витей еще после этого выпуска, как обычно, вы уже знаете, соберемся и в онлайне поотвечаем на ваши вопросы. Все, вы были на формате IT Борода Shorts. Подписывайтесь на наш канал, нас уже можно слушать и в подкастах в том числе. Обязательно подписывайтесь на подкаст ребят и в Ютубе, и в Spotify наверняка уже тоже вы будете. Всем спасибо, до новых встреч, пока. Всем пока. Ну и я надеюсь, что вы не забыли про наш Discord-сервер, на котором каждую неделю после каждого выпуска IT Борода Shorts мы делаем онлайн-диалог со спикером из выпуска. Так что если у вас остались вопросы по тому, что вы услышали, обязательно добавляйтесь в наш Discord, ссылка есть в описании. Ждем вас там.